Друзья, сегодня мы продолжаем рассматривать самые необычные конструкции самолетов. Многие инженеры-конструкторы часто выдвигали самые необычные идеи самолетов, как, например, Блоумунд-Фо 141 от немецкого инженера Рихарда Фогта. При этом авиастроители всего мира всегда обращали особое внимание на форму крыла. В период бурного развития авиации на рубеже 20-30-х годов было предложено много необычайных конструкций крыла планера. И, на мой взгляд, самой необычной из всех была конструкция в форме круга. Давайте разберемся, какие же идеи были заложены в столь необычном самолете. История его создания началась в 1929 году, когда отставной летчик-инструктор из Соединенных Штатов Америки, а если точнее из Майами, Стив Пол Нимет, придумал крыло новой конструкции. Идея новой круглой формы малого удлинения была в том, чтобы, подобно планирующему зонтику или парашюту, самолет мог при помощи двигателя совершать полет под большими углами атаки. Эта способность серьезно бы упростила управление и позволила пилотировать его любому человеку после 30-минутного курса обучения. Самолет должен был прощать даже самые грубые ошибки пилота. Также это серьезно упрощало посадку на любой маломальский свободный участок земли. Разработка схемы чертежей заняла у Нимета определенное время, и только в 1934 году он с помощью инициативной группы студентов из университета Майами приступил к сборке своей крылатой машины. Он окрестил ее Нимет Парасоль, где Нимет, соответственно, обозначал его имя, а парасоль в переводе с французского означало зонтик. Словом парасоль также обозначали тип самолетов с крылом, расположенным над фюзеляжем и крепящимся к нему системой подкосов. Конструкция Нимета как раз была таковой. В самолете использовался удлиненный фюзеляж от списанного биплана Alliance A1 Argo. Благодаря удлинению он стал двухместным. Над фюзеляжем крепилось идеально круглое крыло, которое было оснащено элеронами. Радиальный двигатель Warner Scarab мощностью 120 лошадиных сил в теории должен был разогнать самолет до 193 км в час. Первые тестовые полеты проходили теплым летом 1934 года. Пилотом стал лично Нимет. После того, как крылатая машина оторвалась от земли, Стив сумел разогнать самолет до 218 км в час, превысив ожидаемую теоретическую скорость. Далее он успешно выполнил программу испытаний на управляемость самолета, а затем, чтобы доказать журналистам и зевакам, что его теория права, Нимет неожиданно выключил двигатель. Но ничего страшного не произошло. Самолет, быстро снизив скорость до 40 км в час и не войдя в пике, начал плавно снижаться за счет парашютного эффекта круглого крыла. По воспоминаниям зевак, Нимет на самолете проделал это практически вертикально. Его теория была успешно доказана практикой. Пресса после удачного полета окрестила летательный аппарат как самолет, построенный для приземления на вашем заднем дворе. В последующие годы Нимет старался усовершенствовать конструкцию самолета, а также установить новый, более мощный двигатель. Однако, дальше одного построенного прототипа проект не пошел. После нескольких удачных полетов в следующем 1935 году следы самолета в истории авиации внезапно теряются, и информация о нем пропадает из доступных источников. Возможно, сказалось лобби крупных авиационных компаний, у которых были уже готовые проекты своих конструкций самолетов, и иметь конкурента, который мог помешать их планам, им совсем не хотелось. Наверняка им было удобно, если бы о круглом крыле в авиации внезапно забыли. Но идея отставного летчика-инструктора осталась жива и воплотилась в экспериментальных моделях самолетов более позднего времени. Друзья, если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Это очень поможет моему каналу.